Приветствую, друзья! Если вам интересно, как я это делал, тогда усаживайтесь поудобней. Приятного просмотра! В заливочной форме силиконим все швы, чтобы смола не утекла. Покрываем форму разделительным составом. В моем случае это спрей-воск. Первый слой я решил сделать белым. Для этого сначала смешиваю краситель с основой, а после добавляю отвердителя. Все тщательно перемешиваю, после выливаю во вторую емкость и еще раз перемешиваю и выливаю в подготовленную форму. Подготавливаю фон из жевательных резинок, оберток и вкладышей. Предварительно раскладываю на первом слое, затем приклеиваю к первому слою с помощью клеевого пистолета. Приступаю к заливке смолой. И вот здесь моя первая ошибка. Картонную эмблему необходимо сначала залакировать, чтобы она не впитывала смолу. Иначе что будет, увидите дальше. Прохожусь феном, чтобы убрать пузырьки, и вот моя вторая и третья ошибка. Одна жвачка всплыла, и я каким-то чудом ее зафиксировал при помощи иголки. Смола жидкая и текучая, я думал, без проблем затечет во все жвачки, а нет, пузырьки все равно остались и застыли. Как вариант, заливать небольшими слоями или опускать в смолу каждую жвачку – это мое предположение. После застывания смолы разбираю опалубку. По моему плану она многоразовая. Для снятия столешницы использую пластиковые шпатели, чтобы ничего не повредить. Обезжириваю поверхность от воска и остатков силикона. Смола дает усадку. Срезаю край шлифовальной машинкой с кругом зернистостью 120. Шлифую поверхность, закругляю края и торцы. Довожу грани рукой. И снова обезжириваю и обеспыливаю поверхность. Наношу слой прозрачной смолы для творчества. Она более густая и быстрее застывает. Равномерно промазываю торцы. Зачистка, мотовка, обезжиривание, то есть подготавливаю к нанесению лака. Лак акриловый автомобильный, двухкомпонентный. В роли фильтра использую спанбонд плотностью 17 грамм. Пока сие великолепие сохнет, приступаю к изготовлению подстолья. Размечаю профильную трубу, выравниваю края, нарезаю нужное количество элементов.
Стыкую элементы с помощью магнитных уголков для сварки. Выровняв, фиксирую прихватками. Переворачиваю на другую сторону и повторяю процедуру. Таким образом собираю всю конструкцию. Проверяю диагонали и ровность конструкции. После этого провариваю швы. Зачищаю швы и не забываем приварить фиксаторы столешницы. Шпаклюю мелкие недочеты и неровности. После высыхания убираю лишнюю шпаклевку. И вот вишенка на торте — буквы. Единственную букву О пришлось заваривать. Кстати, если нужно разогреть металл, можно это сделать с помощью электрода, но потом нужно зачищать излишки металла. Фиксирую буквы на своем законном месте. По старой схеме: сначала прихватки, после обвариваю, зачищаю, шпаклюю, довожу наждачкой. Перед покраской обезжириваю. Покрываю грунтом, даю высохнуть. Матую 240-м зерном. Наношу краску, через 15 минут покрываю лаком.
Прикручиваю столешницу, засовываю пластиковые заглушки, они же ножки. Все готово. Спасибо за просмотр. Не забываем лайк, коммент, подписка. Всем пока.